Дорогие мои подписчики и гости канала, здравствуйте. Одна из подписчиц просила меня снять полностью носок. Значит, я обещала осенью, но, к сожалению, не получилось. Я сняла зимой. Носок невысокий. Значит, у меня рекомендации перед тем, как вы будете смотреть. Увеличьте, пожалуйста, во весь экран. Видео во весь экран растяните. В настройках, если необходимо, поменяйте качество на 720. Скорость тоже, если вам надо посмотреть медленно, да, особенно там пятка-бумеранг, потому что носок с пяткой бумеранг, как делать укорачивание, включите на медленную скорость, то есть нормальная это единица, например, на 0,75 или на 0,5. Конечно, там будет голос растянут, тогда вам просто нужно отключить, например. Если вам не нужен, вам нужно только посмотреть. Отключите звук и смотрите медленно, если вам нужно будет разглядеть. Значит, вязание по кругу, соответственно, если вяжем по кругу, все ряды с лицевой стороны вяжутся. Значит, мой носок невысокий, вы можете, я вяжу платочную вязку, значит, в начале вязания. Вы можете вязать классику, это резинка 1 на 1, 2 на 2. Это уже по вашему желанию, как вы решите. Я вяжу вверх, платочная вязка у меня будет вместо резиночки. Ну что ж, начнем вязать. Связала два образца, один на спицах 4,5, другой на спицах 3,5. На 3,5 меня устроило больше. Я измеряю, значит, здесь 22 петли в этом образце. 22 петли, естественно, кромочные мы не включаем, поскольку они стоят ребром. Измеряем только 20 петель. Где-то вот посередине образца 87 сантиметров. 87. Сейчас мы сделаем простые измерения. Вы измеряете свою ногу или ту ногу, на которую вы вяжете. Я нашла туфельку, которую никто никогда не носил. Вы, еще раз повторяю, делаете это на своей ноге. Нам нужно вот этот вот обхват измерить. 22 сантиметра это у меня получилось. Вы вот в этой области измеряете и длину ступни. Туфелька не моя, я буду примерять на ногу во время вязания. Например, здесь 24 сантиметра. Но это значит, какую длину вам нужно будет связать. Теперь, для того, чтобы нам знать, сколько нам сейчас нужно набрать петель, наш образец был 22 петли, но измеряли мы только 20. Кромочные мы не измеряли. Значит, и умножить на 22, это то, что в объеме ступню мы измерили. Свою ступню я имею в виду. Не какую-то туфельку вы измеряете, я просто для того, чтобы показать. 20 разделить на 8,7 и умножить на 22. Получается 51 примерно. Это хорошо. 51. Мы и наберем 51 петлю. Одна петля уйдет для замыкания в круг. Останется у нас в итоге, когда мы сомкнем в круг вязания, 50 петель. То есть 50 петель. Мы сейчас набираем 51. Вязать я буду на спицах номер 3,5. Из пряжи Naku Super Lamp Special. В 100 граммах 200 метров. Рекомендации производителя 4,5-5 спицы. Но вяжу на 3,5, меня больше устроило. Обычным классическим способом набираем на спице 51 петлю. Набираем на 2, чтобы край не был стянут. Снимаем одну спицу. Распределяем на спицах петли в двух местах, вынимая тросик. Вот таким образом это должно выглядеть. Вот сейчас не перепутайте, ничего, чтобы не перекрутилось, не перевернулось. Вот если у вас узелковый край, по каждой стороне должен быть узелковый край. Смотрите, чтобы здесь перекрутов не было. Подводим друг к другу края. Соединяем вязание в круг, снимая с левой спицы одну петлю на правую. И крайнюю с правой спицы накидываем сверху на нее. Вязание в круг мы соединили. Здесь должен быть
маркер. И далее вяжете, вы, если считаете нужным, вяжете резинку 1 на 1, 2 на 2. То есть первый ряд вы начинаете лицевая, дальше изнаночная и так далее. Я же буду вязать 6 рядов платочной вязки. По кругу платочная вязка вяжется таким образом. Первый ряд идут лицевые петли. То есть я сейчас весь первый ряд провязываю лицевых петель. В первом ряду я покажу, как вытягивать леску для тех, кто первый раз вяжет на спицах, на круговых спицах. Вот посмотрите, сейчас левая спица освободилась, мы должны ее подтянуть. Вот таким образом. А с правой спицы количество петель распределите еще раз на 2 части. Смотрим, ничего не перекрутилось, по-прежнему узелковый край, все на месте. И продолжаем далее вязать. Я вяжу платочную, то есть первый ряд у меня лицевых петель. Продолжаю вязать. Теперь снова мы подтягиваем левую спицу. А с правой спицы распределяем на 2 части. Желательно, чтобы средняя часть была немного побольше, будет удобнее вязать. Заканчиваем первый ряд. Снова вынимаем спицу, подтягиваем ее. А с правой спицы распределяем на 2 части. Заканчиваем первый ряд лицевыми петлями. Перекидываем маркер. Второй ряд идет изнаночные петли. Таким образом меняем ряды. Ряд лицевых, второй ряд изнаночных, снова ряд лицевых, снова ряд изнаночных. Сейчас вы провязываете также, как я сейчас показываю, второй ряд. Далее вяжете 2 ряда, ряд лицевых, ряд изнаночных, и еще ряд лицевых, ряд изнаночных. Всего у нас будет 6 рядов платочной вязки. 6 рядов я провязала. Я надеюсь, вам все было понятно. То есть 6 рядов: ряд лицевых, ряд изнаночных, снова ряд лицевых. Вот если мы расправим, мы их увидим там. Ряд изнаночных, снова ряд лицевых и ряд изнаночных. Те, кто вяжет резиночку 1 на 1, почему я люблю вязать классикой? Потому что в таком случае всегда и у изнаночных, и у лицевых правая стенка стоит впереди. Ничего не меняется при круговом вязании в таком случае. А сейчас мы вяжем лицевой гладью. Это значит, лицевая гладь по кругу — это лицевые петли в каждом ряду. Вязание по кругу, в принципе, предполагает, все ряды вяжутся
по лицевой стороне. И сейчас мы вяжем лицевую гладь. Я провяжу примерно 3 сантиметра. Вы как посчитаете нужным. Надеюсь, когда вязали первый ряд, вы не пугайтесь. Тяжеловато вяжется при круговом вязании в первом ряду, тем более, если это такие мелкие изделия, скажем так. Далее намного проще. Продолжаем вязать лицевую гладь 3 сантиметра. То есть перекидываете маркер и далее продолжаете вязать лицевыми петлями все ряды. Вязала 3 сантиметра лицевой глади. И с этого момента мы начнем формировать пятку. Для этого нам сейчас нужно все петли распределить поровну на каждую спицу по 25 петель. Маркер мы перевесим сейчас между первой и последней петлей, на всякий случай, чтобы не потерять начало ряда. Подтягиваем спицы. Для этого, чтобы сейчас начать формировать пятку, нам нужно сделать очень простой расчет. У нас 25 петель. Это число нужно разделить на 3. Мы получаем 8 и в остатке 1. Значит, по краям у нас будет для распределения 8 по 8 петель с каждой стороны для укорачивания. А остаток мы прибавляем в середину. 8 плюс 1 – 9. То есть получается 3 части. 8, 9, 8. Средняя часть, она неизменна. Мы ничего с ней не будем производить. Постоянно будем ее провязывать. Укорачивать будем с каждой стороны по 8 петель. Сейчас мы начинаем вязать поворотными рядами. Область пятки будет вязаться поворотными рядами. Значит, провязываем лицевыми до конца ряда 25 петель. Провязали до конца ряда, поворачиваем на изнаночную сторону. И сейчас на изнаночной стороне мы снимаем первую петлю на правую спицу и подтягиваем ее до образования двух дужек вот таким образом. Придерживаем пальцем и провязываем оставшиеся петли в изнаночном ряду изнаночными петлями до конца ряда. Провязали изнаночную сторону до конца ряда. Провязываем последнюю, поворачиваем работу на лицевую сторону. Повернули работу на лицевую сторону. Снимаем первую петлю, я вяжу классикой. Снимаем первую петлю, развернув. Видите, вот таким образом. Подхватив и развернув ее вот так.
Подтягиваем сзади наперед, в этот раз уже, до образования 2 дужек. И провязываем всю лицевую сторону лицевыми петлями до конца ряда. Мы укоротили каждый ряд, мы укоротили ряды по одной петле. Подошли в конце лицевого ряда к подтянутой петле. Ее мы оставляем на спице, поворачиваем. Снова снимаем одну петлю с левой спицы, подтягиваем до образования 2 дужек. Мы укоротили ряд уже на 2 петли. Провязываем изнаночную сторону до конца, до подтянутой петли на другой стороне. Подошли к подтянутой петле в конце изнаночного ряда. Ее мы снова оставляем на спице, поворачиваем на лицевую сторону работу. Снимаем, повернув петлю, и подтягиваем сзади наперед. Далее провязываем всю лицевую сторону лицевыми петлями, также до подтянутой петли в конце этого ряда. Довязали до 2 подтянутых петель на левой спице, мы их снова не трогаем, разворачиваем работу на изнаночную сторону, снимаем одну петлю с левой спицы, снова подтягиваем до образования 2 дужек. Провязываем всю изнаночную сторону до конца, до подтянутых петель. И таким образом, дойдя здесь до этих тоже 2 подтянутых петель, мы их тоже оставляем на спице, вот здесь их хорошо видно, оставляем на спице, поворачиваем на лицевую сторону, снова подтягиваем петлю и так действуем каждый раз, пока у нас не образуется вот таких подтянутых петель по 8 с каждой стороны. 9 петель внутри останутся не затронутыми, они провязываются постоянно. Если вы понимаете то, что сейчас происходит, мы делаем вот что. Мы сейчас каждый раз мы провязали ряд полностью, укоротили на 1 петлю, здесь укоротили на 1 петлю, теперь здесь они короче, короче, короче ряды, короче, каждый раз на 1 петлю, пока не останется в середине 9 петель незатронутых. И все вот эти петли будут подтянутыми с каждой стороны, то есть мы укоротим ряды с каждой стороны на 8 петель. Надеюсь, что у вас все получилось. Вот сейчас я в лицевом ряду закончила до 7 подтянутых петель. То есть с каждой стороны мы сейчас укоротили уже на 7 петель с каждой стороны. Теперь я поворачиваю работу, снимаю последнюю 8-ю, подтягиваю спереди назад и провязываю изнаночную сторону изнаночными петлями до подтянутых петель. Так, не промахнуться. Довязали до подтянутых петель. Еще одна. Смотрим. 7. Поворачиваем на лицевую сторону. Снимаем на лицевой стороне последнюю, тоже 8-ю. И теперь у нас укорочены ряды с каждой стороны по 8 петель. И только вот эти вот 9, раз, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Они были неизменные. Вот сейчас мы подошли к этим 8 петлям, которые у нас сейчас на левой спице находятся. Мы их должны провязать. Рассматриваем внимательно, видим, что правая сторона стоит впереди. Значит, провязываем за переднюю стенку под обе дужки. Я тороплюсь. Вот хочу вам показать. Вот так под обе дужки
подхватываете и провязываете их. Следующая петля. Подхватываете под обе дужки и провязываете лицевой. Снова под обе дужки провязываем лицевой, поскольку мы на лицевой стороне. Провязываем, провязываем, под обе дужки провязали, под обе дужки провязали, подхватили под обе дужки, провязали последнюю. Теперь мы должны провязать по кругу полный ряд до начала кругового ряда. То есть мы вязали поворотными рядами, сейчас мы должны провязать по кругу. Провязываем по кругу до начала ряда, чтобы нам подойти к петлям на другой стороне, к этим же, к другим подтянутым петлям на другой стороне. Провязываем по кругу сейчас. Подошли к началу кругового ряда. Уже посмотрим, вот сейчас у нас уже образовывается пятка. На данный момент мы сформировали половину пятки. Сейчас подтягиваем спицу левую. Эти подтянутые петли немного подтягивают вязание. Теперь рассматриваем эти петли. Они расположены правой стенкой позади, значит, их нужно провязать за заднюю стенку. Смотрим, 2 дужки. Подхватываем под обе дужки и провязываем за заднюю стенку лицевой. Немножко первую петлю подтягиваем. Провязали. Рассматриваем дальше. За заднюю стенку под обе дужки провязали. Так вы провязываете все эти 8 петель за заднюю стенку под обе дужки. Обязательно под обе дужки. Иначе петля развалится. Ее практически невозможно собрать. Под обе дужки подхватываем, провязываем. Не торопитесь. Провязали. Так, под обе дужки провязали. Мы провязали эти петли, провязать их нужно достаточно туго. Теперь мы провязываем полностью весь ряд по кругу. К началу вязания сейчас вяжем еще один ряд по кругу. Итого мы провязали один ряд уже. Сейчас вяжем второй, будет 2 ряда по кругу. И мы начнем формировать вторую половину пятки. Перехожу на другую часть носка и провязываю полностью по кругу к началу ряда. Подошли к началу кругового ряда. Подтягиваем левую сейчас спицу. И теперь мы будем действовать в обратном направлении. То есть, если мы ряды укорачивали, то теперь мы будем их удлинять. Сейчас мы провязываем 8 петель с правой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8. 9 петель неизменных в середине. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нас должно остаться 8 петель. Они у нас остались. Теперь мы будем ряды удлинять. Значит, мы провязываем одну из 8, поворачиваем работу на изнаночную сторону и подтягиваем эту петлю спереди назад. Провязываем изнаночную сторону до 8 петель, которые нужно тоже теперь удлинить уже. Значит, должно остаться 8. 1, 2, 3, 4. Так, еще одна неизменная петля из 9. Вот 8 петель. Мы из них провязываем одну, поворачиваем работу, снимаем, повернув петлю, подтягиваем сзади наперед и провязываем неизменных 9 петель до подтянутой петли. Каким образом мы будем удлинять сейчас? Вот мы подошли к подтянутой петле, мы ее сразу же провязываем. Если удлиняя, мы провязывали их потом все, то эту мы провязываем сейчас по одной каждый раз, эту часть пятки. Теперь у нас 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мы провязываем еще одну из них. То есть, видите, теперь мы удлиняем ряды. Снимаем на правую спицу, подтягиваем спереди назад и провязываем изнаночную сторону до подтянутой петли. Так, еще одна. Вот подтянутая петля. И теперь мы ее тоже должны провязать, но теперь мы в изнаночном ряду провязываем их, поэтому я должна провязать изнаночный. Рассматриваем петлю, видим, что правая стенка стоит позади, значит, нужно провязать за заднюю стенку. Рассматриваем петлю, подхватываем под обе дужки, обе, видите, и провяжу я ее бабушкиной петлей, поскольку так проще. Провязали. Теперь мы должны еще одну из 7 теперь уже провязать изнаночной, поворачиваем работу на лицевую сторону. Разворачиваю петлю. Петлю я разворачиваю, поскольку вяжу классикой. Те, кто вяжет бабушкиными, они, в общем-то, она у них и так петля уже вот таким образом стоит. Они и снимут сверху прям. Я вяжу классикой, поэтому я петлю переворачиваю. Подтягиваю до образования 2 дужек сзади наперед. Помните, что петлю подтянутую мы провязали бабушкиной изнаночной. Поэтому теперь эту лицевую мы тоже за заднюю стенку провязываем, как бабушкину. Провязываем середину. До подтянутой петли. Так, вот она подтянутая петля. Провязываем ее снова. И берем следующую уже петлю. Провязываем лицевой, поворачиваем на изнаночную сторону. Снимаем со спицы, подтягиваем, провязываем изнаночную сторону, оставшиеся петли до подтянутой петли с другой стороны. Видите, что ряды теперь удлиняются. Мы их теперь, если мы вязали, укорачивая ряды, все меньше и меньше у нас внутри, то теперь мы действуем наоборот. Мы короткие, все удлиняем, 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 пока мы не вернемся к тем же самым рядам. Провязываю так до подтянутой петли, до подтянутой, вот она, нет, еще одна. Вот подтянутая петля, ее нужно смотреть вот с этой стороны. Теперь мы ее тоже должны провязать под обе дужки. Вот так вот. Подхватываем, придерживаем большим пальцем левой руки и провязываем бабушкиной. Не стоит выкручивать классическую, можно потерять. Следующую еще провязываем. Снимаем со спицы, подтягиваем,
Помните, что мы ее провязываем бабушкиной изнаночной. Значит, бабушкину лицевую за заднюю стенку мы ее и провязываем. Далее провязываем середину до подтянутой петли. Здесь показываю дольше, поскольку немножко в другом направлении все действует. Есть различия. Подошли к подтянутой петле на лицевой стороне. Снова мы ее провязываем. И теперь уже из 5 подхватываем еще одну, провязываем, поворачиваем на лицевую сторону, подтягиваем, сняли, подтянули, провязываем изнаночную сторону. Вот таким образом действуйте, пока у вас, удлиняя уже ряды, пока у вас не останется вот здесь, совсем уже не будет, останется по одной подтянутой петле. Мы с вами встретимся, их нужно будет провязать. Мы подошли к предпоследней петле, провязываем ее лицевой за обе дужки, под обе дужки провязали. Остается одна в лицевом ряду в конце. Провязали ее, повернули на лицевую, на изнаночную сторону, сняли одну петлю, последние, вот они при удлинении, подтянули и провязываем изнаночную сторону изнаночными петлями до следующей подтянутой петли на другой стороне. Поскольку пятка уже приняла определенную форму, возможно, провязываться будет немножечко сложновато, но этот процесс недолгий. Еще одна. Так, провязываем. Помните, да, что мы в изнаночном ряду. Петля у нас стоит правой стенкой позади, поэтому провязываем за заднюю стенку. Подхватив обязательно под обе дужки, проще, наверное, вот так показывать. Вот, под обе дужки, обязательно под обе дужки. Бабушкиной. Так проще. Если будем выворачивать классическую, можно потерять одну дужку. И тогда петлю потом не соберем. Так, провязываем изнаночной. Еще одну оставшуюся с этой стороны. Развернули на лицевую сторону, сняли ее. Я объясню, почему я ее разворачиваю. Разворачиваю я классическую петлю вот таким образом по одной простой причине. Вот сейчас я ее легко перевернула. Если же я ее сниму просто сверху, мы ее перевернуть не сможем. У нас получается, что попало. Поэтому, собственно говоря, я ее и переворачиваю. Снимаю, перевернув, подтянула до образования двух дужек. Так, помним, что здесь мы провязали бабушкиной изнаночной на изнаночной стороне, значит, здесь за заднюю стенку. Далее провязываем лицевую сторону до подтянутой петли. Еще одна. Подошли мы к подтянутой петле на лицевой стороне, провязываем ее под обе дужки лицевой. И теперь мы еще раз провязываем по кругу, поскольку, знаете, у нас с этой стороны осталась не провязанная петля. Вот такая подтянутая. Поэтому сейчас один круг провязываем, один ряд провязываем по кругу.
Провязали по кругу, подошли к началу кругового ряда. У нас осталась одна непровязанная петля из тех петель, которыми мы удлиняли ряд. Мы ее провяжем. Так, как она расположена? Она расположена правой стенкой позади. Значит, провязываем за заднюю стенку. Вот эту вот петлю нужно провязывать аккуратно, поскольку, видите, две стороны немножко удаленно друг от друга стоят, и она сильно подтягивается. Обязательно подхватите подобие дужки. Вот уверены, что подхватили, теперь провязываете туго. Далее провязываем всю лицевую, всю эту сторону. Мы ее провязали, поэтому теперь спокойно продолжаем вязать по кругу. Вот такая пятка у нас образовалась. И сейчас я продолжаю вязать по кругу лицевую гладь. Я провяжу 2-3 сантиметра и сделаю немного убавок. У меня узкая стопа достаточно. У кого стопа широкая, вы продолжаете вязать те же самые 50 петель или сколько у вас было намечено изначально. Я сделаю немного убавок и буду вязать дальше до мыска. Я провязала около 2 сантиметров и решила, что убавки мне уже пора делать, поскольку примерила на ногу. Нужно делать убавки. Значит, как сделать убавки? Вот мы сейчас в начале ряда. Видите, маркер у меня остался, правда, здесь. Но это понятно, что здесь начало ряда. Это у меня будет левый носок. Правый я уже связала. Значит, каким образом убавки мы будем делать здесь? Петли нужно перевернуть. И 2 вместе за заднюю стенку. То есть развернули их как 2 бабушкиных и 2 вместе за заднюю стенку. Провязываем эту сторону полностью. Будем делать убавки в начале каждой спицы. Провязали полностью 25 петель на одной спице. Переходим на другую сторону. Вяжем по кругу, помните. Убавки мы будем делать не в каждом ряду. И даже не в каждом втором ряду, а в каждом третьем ряду. То есть в одном ряду делаем 2 без убавок. Поскольку эти убавки должны быть очень плавные. Их не должно быть резко заметно. Убавить мне нужно по 4 петли с каждой стороны. Значит, мы подошли к началу, мы подошли к петлям другой спицы, и на ней мы сделаем то же самое в начале, в самом. Мы провяжем 2 вместе за заднюю стенку. Провязали. Теперь до конца ряда. Это был ряд с убавками, мы его заканчиваем. И далее провязываем 2 ряда без убавок. Вот так будут выглядеть убавки. Сейчас 2 ряда провязываете 2 круга без убавок. И в третьем ряду снова убавки, пока мы не убавим с каждой стороны по 4 петли, в моем случае. И сейчас покажу, это я вам показала, как я делала с одной стороны. Для того, чтобы убавки были симметричные у носков, то есть у другого носка вы сделаете по-другому немного убавки. Здесь мы делали в начале каждой спицы, да, в начале этой, потом повернули в начале этой. А на другом носке вы будете делать в конце убавку
на одной спице, развернули в конце убавку на другой спице. Чтобы сделать убавки у другого носка, мы делаем это для того, чтобы убавки выглядели симметрично. Хотя, в принципе, если вы можете сделать их одинаково у обоих носков, с одной стороны, какой вам удобно. Значит, я провязываю лицевую сторону. Я провязываю петли с одной спицы практически до конца ряда, не довязывая 2 петель. То есть, как будут выглядеть убавки у другого носка. Для того, чтобы они выглядели симметрично. Провязываем до конца сторону на одной спице. Вот мы не довязали 2 петли. Вот прям так, как они стоят, правой стенкой впереди, за переднюю стенку 2 вместе лицевой. Повернули на другую спицу. На ней мы сделаем то же самое, также точно в конце ряда. И также вы делаете в одном ряду, делаете, в 2 не делаете. Пока с каждой стороны не убавите по 4 петли. В моем случае 4. Вам, если нужно больше, меньше, регулируете, примеряете. Довязываем до конца ряда, не довязывая 2 петель. Теперь также 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Провязали. Теперь провязываете 2 ряда без убавок. В третьем делаете убавку снова, пока не убавите необходимое количество петель. Закончила я свои убавки, сделала равномерно в каждом третьем ряду. Сейчас мы продолжаем вязать лицевую гладь до середины вашего мизинца. То есть вы вот таким образом примеряете на ногу и смотрите, когда вот это место, или вот это, смотря на какую ногу вы сейчас вяжете, доходит до середины вашего мизинца, мы начнем делать убавки в мыске. У меня осталось по 21 петле на каждой спице. А сейчас мы продолжаем вязать по кругу. Видите, сейчас мы вяжем, разделив на 2 части. Провязываете одну, подтягиваете спицу, вяжете другую сторону. Таким вот образом мы продолжаем вязать по кругу до середины мизинца. Я сейчас подошла к середине мизинца. Это примерно 31 ряд. Там от того места, где я закончила пятку, это мне нужно было для того, чтобы ориентироваться в следующем носке. То есть вам же нужно будет знать в следующем носке, где вам начинать убавки мыска. Значит, у меня на каждой спице по 21 петле. По моему опыту, примерно 40% вот от этих петель сейчас уйдет на убавки через ряд. А оставшиеся 60% уйдут на убавки в каждом ряду. То есть проще всего сделать так. Вот у меня сейчас 21 петля, на каждой спице по 21 петле. 21 умножаем на 60%, 12,6. Это 13 петель, будем считать, не 12,6, 13 петель от 21. Так, 21 умножить на 60%. 13 петель. Вот когда у меня на спице останется 13 петель, я начну убавлять каждый ряд. До этого я убавляю через ряд. Убавлять будем равномерно с каждой стороны. Вот начинаем ряд вязать, убавили здесь, повернулись, убавили здесь. Далее один ряд вяжем без убавок. И так, пока у нас не останется на спицах по 13 петель с каждой стороны. После этого убавляем в каждом ряду. Начинаем делать убавки.
Переворачиваем первую и вторую петлю, разворачиваем их, делаем как бабушкины, правая стенка позади, и 2 вместе, лицевой за заднюю стенку. Далее провязываем весь ряд до конца спицы и делаем в конце спицы еще одну убавку. Не довязываем 2 петли и делаем убавку, провязывая 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Подтянули спицы. На этой спице делаем то же самое. Снимаем первую, вторую, разворачивая, как бабушкины. И теперь вместе за заднюю стенку лицевой провязали. Провязываем полностью ряд до конца. Не ряд, а петли на второй спице. Так, нужно не довязать 2. Не довязали. Последние мы провязываем за переднюю стенку, также лицевой вместе. Вот таким образом мы делаем убавки через ряд. Я делаю, пока у меня петель на каждой спице не будет по 13. Вот сейчас один ряд я буду вязать без убавок. Провязываю абсолютно все петли, не делая никаких убавок ни в начале, ни в конце. Просто провязываю весь ряд по кругу. Провязала ряд без убавок. Теперь я снова делаю убавки, так же, как и показывала вам. И таким образом мы делаем убавки, пока у нас не будет на спицах 13 петель расчетных. То есть с каждой стороны на одной спице я убавлю по 4 петли. У меня сейчас на каждой спице по 13 петель. Каждый раз вот так делаю убавки, вы пересчитываете, вдруг с какой-то стороны вы забыли сделать, чтобы вовремя вернуться. Мы делали убавки сейчас через ряд. И вот в последнем ряду, видите, да, я сделала убавки, и у меня образовалось по 13 петель. Теперь я уже не провязываю один ряд без убавок, а сразу же приступаю к убавкам в каждом ряду. То есть теперь наши убавки будут в каждом ряду. Делать убавки будем точно так же. Первые 2 петли снимаем, перевернув, возвращаем на спицу и сразу же провязываем за заднюю стенку лицевой вместе 2. Провязываем на этой спице до конца ряда, не довязывая 2 петель. Не довязали 2 петли. 2 последние провязываем за переднюю стенку, не разворачивая, лицевой вместе. У нас образовалось 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель. То же самое делаем на этой стороне. Переворачиваем первые 2 петли, возвращаем их на левую спицу и вместе провязываем лицевой за заднюю стенку. Провязываем на этой спице тоже до конца, не довязывая 2 петель.
Последние 2 провязываем вместе за переднюю стенку лицевой. Подошли к началу вязания. Пересчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Переходим на другую спицу. Начинаем ряд снова. И теперь в каждом ряду мы делаем эти убавки. Снимаем, перевернули, вернули на левую спицу. Вместе лицевой за заднюю стенку. Провязываем, не довязывая 2 петель. Последние 2 вместе лицевой за переднюю стенку, не переворачивая. Провязали вместе. Переходим на другую спицу. Делаем то же самое. Первые 2 снимаем, переворачиваем. Перевернув, сняли. Вернули на левую спицу. Провязали за заднюю стенку лицевой вместе. До конца спицы провязываем петли, не довязывая 2. Не довязали 2. Теперь за переднюю стенку, не переворачивая, провязываем вместе лицевой. И так делаем в каждом ряду. Таким образом мы будем убавлять в каждом ряду с каждой стороны, пока у нас на каждой спице не останется примерно по 3-4 петли. У меня осталось на каждой спице по 3 петли. Теперь мы уже больше ничего не убавляем. Отрезаем. Примерно, ну, отрежем так, с запасом, скажем, сантиметров 10-12. Заправляем оставшуюся нить в иглу для трикотажных изделий, трикотажная игла. Теперь смотрим, игла у нас исходит вот из этой петли. Значит, в следующую мы должны ввести иглу. Видите, следующая после нее вводим иглу в эти, в 3 петли. Иглу ввели, можно вытащить спицу, продели. Дальше вводим вот под эту спицу, под эти, вернее, петли. Точно все, если подхватили, уверены, спицу вынимаем. Со спицами все. Получается, мы на эту нить нанизали все эти петли. И теперь посмотрите, вот не стягивая пока еще видно середину, введем в середину и выворачиваем носок на изнаночную сторону. Держите пока вот так и выворачивайте. Вывернули, и вот теперь вытягиваем на эту сторону нить и хорошенечко затягиваем. Затянули. И теперь смотрим. Давайте будем это все закреплять. Потому что если вы сейчас вот так вот отрежете, это все замечательно распустится. Возьмем, вот видите, видно, откуда исходит нить. Нужно вот эту же нить прихватить иглой. Вот под нее зайти, видите? Под нее зашли, вот она подтягивается, прям видно. Мы под нее зашли и затянули. Еще разочек. Я вот бы закрепила и еще где-нибудь. Как-то мне так спокойней. Ну, слишком много узлов-то, чтоб не было, иначе оно будет беспокоить вам пальцы. И дальше вот, когда уже закреплено все хорошо, давайте найдем какой-нибудь ряд, куда мы спрячем все эти нитки. Но это не должны быть, вот, знаете, между убавками. Если мы сейчас вот сюда вот введем, их может быть видно на другой стороне. Если вот между теми петлями, к которым мы делали убавки, где-нибудь лучше сбоку. Так, обычно я вот как-то же люблю делать. Вот так я люблю делать. Вот так. Это ряд.
Вот прям в ряд. И вот таким вот образом запрятали нить. Игла выскочила, мы еще не закончили. Этого будет, я тоже думаю, мало. Я люблю перестраховываться. И в связи с этим у меня пока что ничего никогда не распустилось. Теперь перейду на другой ряд и сделаю то же самое. Вот так. Будем заходить в петли. Протянули еще раз. Ну и теперь уж можно и отрезать. Можно сказать, что носок наш закончен. Уложить его, конечно, не получится, потому что он достаточно анатомичный. На ноге он будет выглядеть, носок, гармонично. Вот таким образом он выглядит. Если сверху смотреть, со стороны пятки, пятку только нужно расправить хорошенько. Вот так он будет выглядеть со стороны пятки. Со стороны стопы на пятке. Так, ну еще иголкой вот сейчас мы спрячем вот эти концы. Начало от наборного ряда, что осталось. В общем-то, то же самое. Только здесь закреплять не обязательно. Здесь уже можно просто в ряд какой-нибудь спрятать ближайший, какой вам удобно. Так, смотрим внимательно, куда бы нам здесь удобно, чтобы это не было видно. Так, вот здесь это будет, видимо, не видно. Продеваем лучше вот так. Сюда. Вот в эти петельки не будет видно хорошо. Вот так. И вот в эти вот петельки. Еще вот здесь. И все. Отрезаем. Вот такой носочек у нас получился. С вами была Марина, канал Вяжем вместе. Всего доброго!